Я собрала практический список из 7 пунктов, выполнив который твоя самооценка уже значительно улучшится. Итак, первый пункт – составь портрет своей личности. Человек со здоровой самооценкой всегда знает о своих вкусах, о характере, о том, что ему нравится, а что ему не нравится. Напиши подробно о себе, как будто со стороны, как о персонаже. Распиши ответы на вопросы: кто я как личность, что мне нравится изучать, в чем моя ценность как женщины или мужчины, что меня радует и так далее. Например, Юлия, 29 лет, любит копаться в себе и рефлексировать, занимается йогой и спортом, наполняется, когда гуляет на природе, интересуется вопросами о смысле бытия, психологии, любит украшать все вокруг себя. В отношениях ценит искренность, свободу самовыражения и так далее. Пиши без эмоциональной окраски, только факты. Это делается для того, чтобы укрепить понимание о самом же себе. Будь честен перед собой и отвечай максимально искренне. Второе. Прекрати ассоциировать себя с поступками других людей. Например, в случаях, когда нам кто-то говорит, что мы ошибаемся или что-то делаем не так, осуждают, смеются и так далее. Личность со здоровой самооценкой никогда не будет ассоциировать себя с мнением других людей или с отношением других людей к себе. Если меня оскорбляют, то это не со мной что-то не так, а просто человек невежливый. Если меня обманывают, то в этом нет моей вины. Это просто другой человек нечестен со мной и сам собой в первую очередь. Но со мной все так. Будь твердой личностью. Не позволяй формировать мнение о себе по поступкам других людей. Третье. Прорабатывай свои травмы. Источники нашей самооценки идут из детства. То есть понятие самооценка, если вдуматься, не такое уж и верное, потому что складывается оно из того, как наши поступки и таланты оценивали в детстве значимые взрослые. Именно из этого и формируется мое мнение о себе. Четвертый пункт. Выпиши свои страхи. Например, часто мы соглашаемся на меньшее или боимся сказать «нет» только из страха, что от меня откажутся. Подумай, что ты делаешь или наоборот не делаешь из страхов. Отследи свои программы, где ты предаешь себя. И как только ты с этим разберешься, твоя самооценка значительно улучшится. Пятое. Сходи с собой на свидание. Общайся с собой так же, как хотел бы, чтобы обращались с тобой. Купи себе то, что давно хотел. Скажи себе слова, которые давно хотел услышать от других. Искупай себя в любви, которую обычно жаждешь получить от других. Шестой пункт. Проработай внутреннего критика. Отследи то, как ты общаешься с собой в мыслях. Какая это форма общения? Какие это фразы? Начни постепенно перезаписывать их на противоположные, то есть положительные. То, как мы общаемся с самим собой, на 90% влияет на отношения окружающих к нам. А также составь список того, что мешает тебе полюбить себя. Тело, нереализованность, недостаток своих хобби, например, и так далее. И начни делать какое-то маленькое действие из своего списка хотя бы раз в неделю. Запишись на танцы, например, чтобы раскрыть женственность и привести в порядок тело. Или закажи книгу по психологии, если давно хотел или хотела начать это изучать. Кстати, список рекомендуемых книг по теме самооценки и саморазвития я добавила в описании к этому видео. И последнее. Наверняка я не открою для тебя Америку, сказав, что за свою жизнь человек может кардинально поменяться и сделать себя ровно тем человеком, которого представляет в своих мыслях. Даже если сейчас это кажется нереальным. Я уверена, что если получилось у меня, у самой неуверенной когда-то девочки, которая считала себя никчемной, не видела свои ценности и постоянно считала себя хуже, то получится и у вас. Поэтому задание. Распиши идеальную версию себя, ту личность, которой ты восхищаешься. Какая это личность? Какие у нее ценности? Как она начинает свой день? Какие у нее хобби? Как она относится к себе? А сейчас сядь, если ты вдруг стоишь, сделай глубокий вдох и выдох,
И прими тот факт, что эта личность и есть ты. Просто сейчас находишься на начальной стадии, скажем так, подготовки. И помни, что любить себя равно делать себя. То есть любовь к себе — это про действие. На этой мысли я вас оставлю. Благодарю всех за просмотр и до встречи.